Всем привет, друзья! В Роялке неожиданно выкатили небольшое обновление с абсолютно новым летним ивентом Дары Лепрекона, который продлится 2 недели до 10 августа. В двух словах расскажу, что он из себя представляет. На время события при использовании четырехлистного клевера тебе из монстров будет выпадать новая расходка листок клевера, который при использовании даст баф 5% к шансу выпадения предметов на 5 минут, аналог тортиков, вина и тыквенных пирогов. Они, кстати, не персональные, можно продавать на рынке. При использовании, кроме бафа на шанс дропа, на персонаже появляется счетчик использованных листков, точно такой же, как и на дне Святого Валена, когда стреляешь стрелами, только в отличие от них листок можно использовать не чаще 1 раза в минуту. После использования 25 листков счетчик исчезает, и ты получаешь дар Лепрекона, зеленый сундук, из которого будет падать золото, драгоценные камни, печати призыва и, самое интересное, новые уникальные предметы экипировки, шапка Лепрекона и очки Лепрекона. Важно! Сундук Дар Лепрекона будет появляться только во время ивента. После его окончания лепестки все так же можно использовать, но счетчик появляться не будет. Что по статам шмота? Шапка Лепрекона С-класс дает 3 выносливости и 2% к получаемому золоту. Б-класс 3 выносливости и 6% к золоту. А-класс 4 вынки и 14% к золоту. Очки Лепрекона С-класса дадут 4% к золоту и 3% к шансу выпадения предметов. Вот это вот очень интересно, кстати. Б-класс даст 6% к золоту и те же 3% дропа. И А-класс даст 10% к золоту и опять же 3% к шансу дропа. По факту красивый и эффективный шмот для голд сета, и это на самом деле неплохо, ведь его ценителей в игре довольно много. Выпадать он будет аналогично мистерии кардигана, то есть будет С-класс и рецепты, а дальше ты сам все собираешь. Разница только в том, что превосходных предметов в этом событии пока нет, а для сборки каждого следующего потребуется не 3, а 4 штуки предыдущего. Как это выглядит? Сначала ты собираешь 4 шапки С-класса без слота и 1 рецепт слотовой шапки. Из них делаешь слот-шапку С-класса. Проделываешь эту процедуру 4 раза и из 4 слотовых шапок С-класса и опять же рецепта делаешь шапку Б-класса. Снова повторяешь процедуру 4 раза и из 4 шапок Б-класса собираешь слотовую шапку А-класса. В общем, схема не изменилась, она все еще остается пугающей. На все это потребуется 64 шапки С-класса и 21 рецепт. То есть 85 ингредиентов, назовем это так. И если бы ты просто купил нужное количество листков клевера и юзал их по КД, и тебе из каждого третьего сундука падал именно тот ингредиент, который нужен, на сбор одного шмота А-класса ушло бы 106 часов. Если делать перерыв на сон и нажимать лепестки по 8 часов в день, то на это уйдет 2 недели. Как раз успеешь до конца ивента. Да, звучит жутковато, но это вполне объяснимо, ведь ивентовые вещи, на мой взгляд, не должны доставаться слишком уж просто. К тому же на этот раз разработчики дали возможность их продавать, и это прям супер круто. Это даст возможность купить их тем, кто не может фармить и хочет сразу, и не обесценит само событие для тех, кому они вообще не нужны, ведь теперь на этом можно будет заработать. Кроме шмота, в прем-магазин естественно подвезли новые коробки. Сундук сокровища Лепрекона, 9 реалов за штуку. Из них падают стандартные предметы в виде камней, сургучей и печатей и новое украшение Золотая поступь, которое дает 5% хп, 5% к получаемому золоту и 3% к скорости бега. И вот эти 3% бега сделали его одним из самых имбовых украшений. Для меня во всяком случае это точно круче, чем даже Искатель приключений. Напомню, процент скорости бега не складывается, а перемножается, и если у тебя есть сапоги на бег, аурка и жвачка, одев это украшение, ты получишь не 3% к скорости бега, а 5%. Это супер комфортно и эффективно на всяких там пробегах. Кстати, если кто помнит, в январе этого года на канале был видосик «Идеи и предложения», в котором я предлагал сделать очень похожее украшение в качестве награды за событие. Конечно, думаю, на форуме есть куча подобных идей, и это просто совпадение, но все равно прикольно. Кроме всего прочего, с этим обновлением в игру добавили 2 новые карты. Это карта лета, которая вставляется в оружие и работает ровно так же, как и карта зимы и осени, только наносит урон огнем. И наконец-то долгожданная карта темной жужелицы. Вставляется в головной убор, дает 15% получаемому золоту, 6 выносливости и 1 восстановление маны и энергии. Карта годная, особенно для волшей. Теперь на никому не нужную бесячую темную жужелицу будет стоять целая очередь, во всяком случае первое время.
По ивенту все. Насколько я знаю, это событие не та долгожданная PvE обнова, которую обещали выкатить летом, это просто небольшое нововведение, и обновка все-таки нас ждет. Но инфа, к сожалению, пока не подтверждена, поэтому остается лишь надеяться и ждать. Все, пиши в комментариях, что думаешь об этом событии, ставь лайк, если понравилось. Удачи в игре, пока.